Zombie Apocalypse. Всем привет, дорогие друзья, с вами Танек. Сегодня у нас 5-е видео по Gloomhaven в разделе Leveling Guide по персонажу. Сегодня у нас 5-й из 6, то есть, можно сказать, предпоследний из стартовых классов. Это изобретатель или тинкер, как по-английски, по-русски изобретатель. Специализируется на призыве существ, на подхиле и на уроне, нанесение некоторого урона. То есть он такой суппорт, хиллер, слэш, чуть-чуть дамагер. Опять же, сила, видим, значительные способности на дистанции, эффективный лекарь, широкий выбор опций. То есть он очень универсальный парень в плане разнообразия. То есть у него есть в мили вещи, у него есть хил, у него есть рейндж дамаг. У него есть восстановление карт из сброса и потерь союзникам. То есть из минусов, понятно, очень хрупок. В маленьких группах он послабее. У него есть ауры на урон. То есть есть свои преимущества. Поэтому полетели сразу же выбрать класс. Называем его как-нибудь дядя Федор, допустим, да, к примеру. Берем что-нибудь в задании. И поехали изучать его картонки. Так, стартовые карты на 1-й уровень. Бесконтактная мина. Движение 4 снизу. Создайте одну повреждающую ловушку. 6 урона на соседней пустой клетке. И получите 2 опыта. Ну, 6 урона это неплохо, как на 1-й уровень. Но, как по мне, как говорится, не стоит это свеч, как говорится. Безобидное приспособление. Это интересная штука, отвлекающая на 1-м уровне, отвлекающий монстр, вызов, 6 хп, танк, может впитать от 2 до 3 ударов, иногда даже больше, если повезет. Плюс нижний подхил обязательно берем. Огнемет. Интересная карта. Сплэш урон с мили. Рана еще также. 2 опыта. Тоже важно. И аура. Щит. Цели на себя и всех союзников на соседних клетках. Я беру. Можно ее не брать, но штука очень полезная. Аура снизу поможет. Плюс она на себя в танковании. И верхний урон одноразово кого-нибудь, как говорится, продамажить также полезно. Крюкомет. Атака 2, дальность 3, притяжка 2. Притяжка хорошо. Рейндж 3 стандартный. Атака 2 неплохо. Добыча 2 тоже неплохо. Пока оставим. Скорее всего, я ее возьму. Пока что ставим. Как видим, у нас 12 карт. Точнее, нам надо снарядить 12 карт. Чернильная бомба. Супер сильная карта. 4 атаки. Дальность 3. И за АОЕ атака по 3 клеткам. Поднимаем луну. Очень сильная карта. Движение 4 обязательно берем. Сеткомет. Та же история. Только атака 3. Только паралич. И снизу паралич мы можем кого-нибудь задизейблить на 1 ход. И потом уже подвигаться. Однозначно беру. Шокер. Пока что оставлю. Тоже хорошая карта, как на 1-й уровень. Стан в одну цель. Движение снизу 4. Оживляющий эликсир. Лечение 3, дальность 3. Задива 37. Один союзник на соседней клетке может вернуть на руку все карты свои. Очень сильная карта на 1-й уровень. Там потом будет аналог. Ее чуть-чуть получше. Мы ее возьмем. Но это на 1-й уровень прям супер имба. Подхил. Плюс вернуть весь сброс. Это фу. Это очень сильно. Бодрящая пыль. Лечение 3, дальность 3. Движение 2, лечение 1. Цели все союзники. Очень сильная хиллерская карта. Может, если вы вокруг себя, точнее, вокруг вас, да, стоят все союзники, вы их похилите
на единичку снимите какие-нибудь отрицательные эффекты, типа рана, отравление. Плюс хилка на 3 на первом уровне, это всегда приятно. Пока что, опять же, пока что стоп. Будет еще, как говорится, над чем подумать. Силовое поле. Атака 3, дальность 3 и аура в этом раунде вы вместе со всеми союзниками соседних клеток добьете +1. Супер имба карта. Как на первый уровень. Проблема в том, что инициатива маленькая. Поэтому ее нужно комбинировать с какой-то картой с высокой инициативой. Хотя бы ниже 20-ки. И для этого нам потребуется вот эта карта, которая тоже очень клевая. Там нижняя атака есть на 5, на дальность 2, конечно. Было бы 3, было бы еще лучше, но... Не-не-не. Да. Потом... Атака 2, дальность 3, отравление. Поднимаем землю. И говорит, в комбинации с вот этой картой, это как бы наша, как говорится, go-to страта. Мы ставим 18. Подбиваем ход, чтобы у остальных членов группы была инициатива ниже 18, то есть 19 и выше, чтобы товарищ первый атаковал, зарядил всех аурой из себя, кого-нибудь отравил, какую-нибудь мощную элитку, либо босса, и вперед, все навалились +1. Супер карта. Так, импульсная стимуляция. Атака 2, дальность 3, цели 2, лечение 5, дальность 2. На первый уровень, ну просто топ. Единственное, говорю, я, сколько играл за Тинкера, единственная проблема Тинкера, изобретателя, это у него мало карт с высокой инициативой. Вот 16, 18, у него очень мало карт, которые ты хочешь взять. Летучая смесь. Создайте одну поврежденную ловушку, 2 урона с эффектом отравления на соседней пустой клетке. Один союзник в пределах дальности 2 может вернуть на руку одну карту из своей стопки сброс, но если мы Cancel Freeze делаем, или Мороз, то 2 карты. Интересная карта, она не сгораемая, да, не одноразовая, но требуется морозик. Кто у нас на первом уровне? Только плетущие чары даст мороз, и то сколько раз. Попробую так посчитать. Там нужны специфические карты на первый уровень с плетущий мороз. Не рекомендую брать эту карту. Хотя имеет место быть. В дальнейшем. В дальнейшем имеет место быть. Во время ваших следующих способностей лечения добавляйте +2 ко всем действиям. Ненужная карта, как по мне. Вообще ни разу ее не использовал. И +3 прошел без нее. Как и вот летучую смесь. И вот крепкие снадобья без нее проходил. Поэтому нам осталось 4 карты. Что мы? У нас как раз вот есть крюкомет, шокер. Крюкомет, шокер. Тоник, пыль. Вот наш сетап на первый уровень. Много хила. Есть немножко дэмэджа, есть аура, есть пэт. Едем дальше. Новый уровень. Инъекция выносливости. Лечение 4, дальность 3, потери. Оглушение 3, дальность 3, цели 2. Цели все враги на соседних клетках. Вот эта карта хорошая. Эта карта одна из ключевых в early игре, как по мне, которая позволяет делать какие-то супер интересные комбинации, возвращать сильную карту с потерь любого класса, поэтому обязательная карта, как по мне. И ставим ее вместо, к примеру, напитка тонизирующего. Ставим инъекцию выносливости. Тут тоже хил, только одноразовый. Здесь он не одноразовый. Эффект лучше. Поехали. Обезвредьте одну ловушку на соседней клетке. Имеет место быть, если вам нужно пройти сценарий с многими ловушками, но
Я говорю, я эту карту не брал. Блочный лук, атака 6, дальность 5, движение 4. Создайте одну ловушку, также с эффектом оглушения в соседней пустой клетке. Я же говорю, если вам охота какую-то там такую билд на ловушки какие-то специализироваться, ну, пожалуйста, вы можете обловушиться, как сказать. Тут есть карта, да, есть мина, то есть есть у этого товарища карты на ловушки. Но, я говорю, я проходил без нее, я брал блочный лук, вносил какой-то урон. Ее в принципе, вот вместо бодрящей пыли можно взять. Уже на 3-м уровне у вас появятся хилпоты, какая-то еще история. Если вам все-таки нужна эта аура, оставьте, поменяйте на что-то, какой-нибудь другой урон. Можете крюкомет забрать, поменять блочный лук, если вам нужен хил. Не нужен, меняйте. Потому что инициатива большая. То есть можно сделать вот так вот. Крюкомет убрали, хил оставили. Поехали дальше. Уровень 4. Опасное приспособление, апгрейд нашего питомца. Берем обязательно. То есть столько же 6 хп, 2 движения, но 2 атаки. То есть пэт-танк, который наносит урон. Еще с нижним движением. Лечение 6, дальность 3, движение 3, добыча 1. Ну, к добыче мои отношения знаете. Мы берем апгрейд пета, даже не думая. Здесь в плане выбора карт немножко попроще. Тут будет один неочевидный выбор попозже. Один союзник на соседней клетке может развернуть одну свою потраченную карту предмета. Атака 3, дальность 3, отравление 3. Получайте за каждую... Вот это, кстати, сильная карта с нижним действием. Вот здесь, вот здесь, где я говорил, вот здесь. Здесь выбор. Можно взять склянки, а можно взять испепеляющий луч. Убейте всех врагов в целевой области, которых текущая Z менее или равно 5. То есть каких-нибудь духов, какую-нибудь такую штуку с большим армором, эта штука пропалит. Даже мощных. Тут не сказано обычных или мощных. Тут всех палим. И движение 2, цель 1 враг на соседней клетке. В принципе, по вариативности испепеляющий луч лучше. Если вам нужен дэмэдж, берите нижнюю карту. Если вам нужен poison, нужен дэмэдж. Плюс универсальная штука вернуть карту. Вернуть предмет. Поехали. Берем луч. Так. Если нужна аура, огнемет оставляем. Если нужен хил, предложу вот так вот. Пока что. Тут уже смотрите варианты. Нужен хил, ставите хил. Нужна аура щита, ставите огнемет. Все просто. Едем дальше. Уровень 6. Канистра с топливом. Вот эта карта, про которую я говорил. Создайте одну ловушку с 4 урона с эффектом смятения. В конце следующих ваших 4 ходов один союзник в пределах дальности 3 может вернуть на руку одну карту своей стопки сброс. И в конце ваших 5 следующих ходов выполняет действие атака 2, дальность 5, лечение... Это тоже. Если вам нужен урон, турелька, сильная карта. Я пробовал, хорошая карта. Канистра с топливом, имба карта. Супер имба карта, тоже. Если нам надо... Вместо эликсира, вот, вместо эликсира берем канистру. Если нам нужен урон, мы можем вместо какого-нибудь блочного лука поставить турель. Правильно? То есть здесь выбор за вами. Хорошие карты и та, и та. Очень хорошие. Можно, кстати... А нет, так нельзя. Нельзя карту не выбирать. То есть это карты старше уровня, чем на 5-м уровне.
чем то. Я думал, можно луч не выбирать, а потом 2 выбрать. Нет, так нельзя. К сожалению. Поэтому выбор за вами, говорю. Канистра с топливом. Вместо эликсира. Убийственное приспособление. 6-3-3. И вот это очень суперская сильная карта. Здесь много текста, много движений, много лечений. Опять же, нужен хил. Карта для вас. Но на 7-м уровне у вас уже будет достаточно других историй на хил. Особенно, говорю, банки. Еще у каждого персонажа будет свой какой-то подхил. Эта карта интересная на хил, да, но, как говорится, игра не стоит свеч. Приспособление вместо... Я бы, допустим, убрал шокер. У нас очень сильное нижнее действие. Атака 4, дальность 3. Верхняя карта. Очень крутой пет. Даже лучше, чем опасное приспособление. 2 пета. Поехали. Все призванные союзники предела дальности 3 могут выполнить движение под вашим управлением. Движение 8, прыжок. Сильный стимулятор. Атака 9, получите 2 урона. А в этом раунде все союзники в соседних клетках добавляют плюс 2. Все союзники по соседних клетках получают... Интересная аура, да? 9 урона в одну цель можно хорошо ввалить. Под x2 будет понятно, что 18. Можно вкачать аж до 22 потенциально урона. До 22. Разогнать до 11, да? Апгрейдом. С x2 22 урона. Это чистых, без ничего. Плюс 2 атаки, это сильно. На какого-нибудь босса. То, что доктор прописал. Берем. Берем и ставим ее. Можем, в принципе, даже пока ее не ставить. Я же говорю. Карта хорошая, но она ситуативная. Получать 2 урона тоже не всегда охота. Это карта чисто на босса. Поехали next. Но вместо лука, допустим, поставил химерная формула. Один союзник в соседней клетке может вернуть на руку не больше 2 карт из своей стопки потери, а затем положить 2 карты в стопку потери. То есть перетасовать. Какие-то нужные карты с потерь вы достали, какие-то ненужные скинули. Один союзник в пределах дальности 3 может взять на руку 1 карту из стопки потери союзника, находящейся на соседней с ним клетке. Интересно. Ну, вот эта карта, конечно, интересная в плане перетасовать. И смертельная инъекция. Убейте одного обычного или мощного врага на соседней клетке. Движение 4. Отравление цели все на враги на соседних клетках. Слабая карта, как на 9 уровень, как по мне. Как по мне, на 9 уровень очень слабая карта. И на 8 тоже. Самая сильная карта, как по мне, у Тинкера, это вот она. Инициатива 94. Нижняя суперсильная атака. И очень хороший пэт. Вот это, мне кажется, самая сильная карта у пета. У Тинкера. Ну, что это за карты? Одного врага на 9 уровне. Да, всех отравить интересно. Здесь перетасовать 2 карты. Тоже интересно. То есть манипуляция с картами. Это не только у него есть такая. На 9 уровне у интенданта будет такая история. У хранительницы солнца будет такая история. То есть он будет не единственный на 9 уровне, кто будет делать такую штуку. Если потом эта карта была где-то на уровне 5-6, имба. Охренительная карта. Но на 9 уровне, не знаю. Я ее не брал. Я проходил без нее. Мне хватало. Может быть, на плюс 4, да, сложности. Может, ее не хватает. Точнее, на плюс 3. Плюс 3, да. Потому что плюс 1, плюс 2, плюс 3. На плюс 2
Не, не нужна была. Может, на плюс 3 она нужна. Я брал инъекцию. Ее даже ставить, в принципе, не надо. Вам она понадобится в каких-то конкретных случаях, когда нужно будет убить, я говорю, врага с множеством количеством щитов. То есть приз, огненный демон, оживший дух, там, лесной бес, какой-нибудь вермлинг-шаман, какой-нибудь инокс-шаман, то есть что-нибудь такое с большим количеством щитов. Эта карта очень сильно зайдет. Тогда ее и поставите на тот сценарий. Пока вот такой вот расклад. Смотрим перки. Перки. Опять же, убираем все минусы поначалу, да? Раз, два, три. Потом ставим гибкость. Мы игнорим негативные эффекты сценария 4. Потом добавляем плюсы. То есть здесь хороший перк плюс 3. Потом добавляем плюс единички. Вот плюс 1 рана сильно. Плюс 1 паралич сильно. Лечение добавим. А потом все остальное. Уже стихия, смятение, цель. Это все, как говорится, уже в каком порядке таком хотите. Как по мне, лучше смятение потом стихия, а потом добавить цель. Либо наоборот добавить цель, потом огонь. То есть тут как бы... Огонь, да, у вас... Что у вас? Сколько у вас карт с огнем? Да немного. Вот такая история. По шмоту. Что у нас по шмоту? По шмоту можно взять что? Накидка с карманами выглядит круто на Тинкера. Любая клепанная кожаная броня тоже выглядит неплохо. Шлем. Шлем ястреба выглядит неплохо на Тинкера. Какой-нибудь танковый шлем особо не нужен. Очки орлиного взора выглядят хорошо на Тинкере. То есть шлем ястреба, очки. Это из самых таких доступных. Можно от крита защититься, если как бы... Талисман вдохновения тоже сильная карта на Тинкера. Здесь стандартная броня, либо, как по мне, накидка с карманами. Плащ-невидимка нет, потому что он не такой сильный дамагер, чтобы на него тратить плащ. Плащ нужен для самых сильных дамагеров, которые могут забежать в толпу, типа повелитель... Господи. Как ее? Плетущая чары и отравитель. Дальше. С оружием хорошо смотрится здесь этот пронзающий лук. Пронзающий лук выглядит прям сильно. Не хотите пронзающий лук, возьмите треугольный щит и какую-нибудь одноручку. По старту. По банкам все стандартно. То есть... Ой-ой-ой. Вот это мисплей. По банкам все стандартно. Выносливость, сила. Можно стихию кому-нибудь апнуть. Только небольшие, маленькие, большие сначала не будет. То есть лечение, сила, выносливость. Выносливости даже две. Одну большую, одну маленькую. Вот такая вот история, как по мне. Говорится, дамы и господа. Вот такой вот у нас изобретатель. Пишите комментарии, отзывы, что непонятно. Хороший класс, особенно в начале, в середине игры, но, говорю, вот эти последние карты 8-9 уровня, ну, супер какие-то ситуативные и очень сомнительные в плане общей эффективности, потому что на 8-9 уровне должна какая-то быть либо суппорт-карта, которая делает прям супер много, либо АУЕ карта, либо какой-то призыв мощный, который там просто там, либо какой-то карта, которая возвращает тебе там куча карт с потерей, я не знаю. Очень много должно быть
в картах 8-9 уровня. Хороших эффектов. А здесь как бы убить одного мощного монстра. Да, массовое отравление там с движением круто выглядит. Оно выглядит круто. Но тебе нужно подойти. Если бы это было массовое отравление просто так, и движение 4, это сильно. Это супер сильно. Но, как говорится, есть как есть. Поэтому вот такой вот гайдик. Кому помог, может быть, пишите. Опять же, все вопросы на все... Ответы на все вопросы дам, какие интересуют. Следующий будет у нас Крадущая разум. Последний фри-класс. А это у нас был Тинкер, еще раз, изобретатель. Подписывайтесь на канал. Ссылочки все в описании. YouTube, Instagram, Twitch, Telegram. Как обычно от себя. Желаю хорошего настроения, счастья, здоровья. Берегите себя. И до скорых встреч в эфире. С вами был Это Не Ок. Пока.